Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу и покажу о своем маленьком эксперименте и ответим на вопрос, как рисовать из головы. Мы рисуем из головы объект, как мы его помним. Насколько хорошо мы его разглядывали, настолько хорошо мы его нарисуем. Например, если я никогда не рисовала машины и особо ими не увлекалась, их как-то не рассматривала, в целом я представлю, как выглядит машина, но ее вот эти вот мелкие какие-то детали, где находится та или иная фара или что-то, какая-то марка, ну, примерно можно накидать, где будут колеса, корпус, а какие-то вот такие мелочи, именно характерные для той или иной марки машин, уже будет сложно. То же самое и со всем остальным. Поэтому хорошо сначала попробовать нарисовать то, что вы хотите в будущем рисовать из головы, нарисовать с натуры. Да, изучить эту натуру со всех сторон, и потом у вас в голове уже сложится такая карта этой натуры, с каждого ее ракурса в идеале, и вы можете легко каждый этот ракурс передать на бумагу, опираясь просто на свою память. И для этого в этом вот моем небольшом эксперименте первый портрет я нарисовала с обычного фотореференса, то есть как вижу, так и рисую, то есть поизучала эту натуру именно с этого ракурса. Дальше я закрываю листом бумаги этот рисунок и рисую его по памяти. То есть как я помню, где что было, стараюсь максимально вспомнить и попасть в этот нужный ракурс с теми самыми пропорциями. Рисовала я этот второй портрет не сразу, а где-то через неделю, просто так получилось, поэтому уже многих пропорций не помнила, но некоторые я все-таки запомнила, и перед тем, как начать, я померила какие-то основные общие габариты, то есть ширину к высоте, где там какая часть лица, какая часть относится со стороны боковой части, то есть где ухо, да, волосы. И самое главное было для меня это ухватить именно самое главное для меня было ухватить ракурс, тот, который мне нужен, вот этот. И самое главное было для меня ухватить ракурс в 3/4, потому что я легко могу рисовать ракурс, когда человек смотрит прямо, то есть фас, а в 3/4 считается самым сложным ракурсом, плюс человек может поднимать немножко голову вверх, вниз, и от этого тоже все меняется. Тут, конечно, важно направлять перспективу и смотреть, сколько мы видим в лицевой части от боковой. Третьим этапом я закрывала оба первых портрета и просто уже рисовала этот ракурс. То есть мне нужно было попасть в ракурс, а в пропорции изначальные, которые были у того фотореференса, с которым я брала, это было уже второстепенно. Даже можно было что-то где-то поменять. Но все равно по памяти я пыталась что-то похожее нарисовать. И в целом у меня получилось, я довольна результатом, конечно, не все идеально. Где-то я немножко все-таки подсматривала, потому что третий портрет я рисовала еще больше времени прошло с предыдущих двух, где-то через 3 недели. Потом я подсматривала какие-то моменты. Изначально как-то получилось более резкий поворот влево головы, но потом я поняла это и повернула так, как нужно было, как было изначально. И теперь у меня в голове есть такая память об этом портрете, то есть как его рисовать, как он выглядит, как выглядит человек в 3/4 с этого ракурса. Дальше я могу уже менять части лица, их пропорции, прическу, цвет глаз, ну и все, в общем, остальное, да, делать пухлее, уже лицо, что-то еще там добавлять, менять, и будут получаться какие-то мои уже портреты, какие-то персонажи из моей головы, которые я могу на эту как бы болванку ее менять и как-то изменять под свои запросы. В идеале дальше следует прорисовать все такие ракурсы, то есть, наверное, вы видели в интернете различные картинки ракурсов портрета, где человек смотрит вверх, вниз, смотрит прямо, чуть-чуть в сторону, тоже вверх-вниз. То есть их очень большое разнообразие, там, наверное, штук 10. В идеале бы их все прорисовать, и тогда у вас будет полная карта портрета человеческой головы, которую вы можете уже менять, где-то что-то добавлять от себя, какие-то пропорции, части лица, и у вас будут получаться свои персонажи. Подобное видео, более подробное, со всеми нюансами, хочу сделать урок на Бусти, может быть, через время, если вы смотрите этот урок, может быть, этот урок уже есть там, но, может быть, еще нет. Но там уже точно есть урок по акварели, по акварельным цветам, как их рисовать, тоже, кстати, из головы именно рисовать свою розу, свой цветок, как выглядите вы, немного работы с психикой, сознанием, чтобы поменять себя, используя рисование не только как хобби, но еще и как взращивание каких-то новых качеств. Все это есть на Бусти, ссылка будет в описании, ну и также на самом канале. Как вам такой подход про рисование из головы? Как рисуете
или учитесь этому вы. Скажите, было ли полезно это видео или было не полезно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы или рассказывайте, как вы справляетесь с этой проблемой. Может быть, у вас, наоборот, все очень легко, или вы делаете что-то по-другому. Мне будет очень интересно узнать. Может быть, есть какие-то действительно интересные способы, которых я просто не знаю. Ну и всем остальным тоже, я думаю, будет интересно об этом почитать. А вот что у меня получилось по итоговым 3 портретам. На последний я немного поэкспериментировала с тушью. Не знаю, как получилось, но в целом выглядит прикольно. Для какого-то первого эксперимента вполне пойдет. А у меня вы можете заказать картину или портрет, также научиться рисовать на индивидуальных уроках рисования или на платформе Boosty. Все ссылки будут в описании. До новых встреч, всем пока!